Опа. Людина соковита, молода та солодка кукурудза. Солодка, як рядоне пиво. О, у нас Словами слова, смачно в Одесі. О, тут дивіться, який гарний, засмаглий хлопець продає українські смаколики на пляжі. Машинка везет кого-то с Аркадии на Лонжерон. И стоимость поездки 200 гривен. Я вот недавно узнавала. Классный маршрут, хорошо покататься. Надо будет как-то с вами покататься. Всем привет-привет из Одессы. Если вы думаете, что с каждым днем в Одессе становится все меньше и меньше людей, то вы очень глубоко ошибаетесь, потому что такое впечатление, что их становится все больше и больше. Поскольку мы в Аркадии, а Аркадия это, знаете, такое курортное сердце Одессы, то, конечно, здесь много крутых мест, о которых знают не только в Одессе, в Украине, но и далеко за границей. Поэтому постараемся с вами туда зайти и вам постараюсь все показать. И по пути первое место, которое мы встречаем, это пляжный комплекс Red Line. Цены здесь с понедельника по четверг на шезлонги 500 гривен, пятница, суббота, воскресенье 600 гривен. А если вы решили прийти к компании и полежать на кровати, то стоить это вам будет в будни 2200, в выходные 2500. Атмосфера в клубе летняя, веселая, и знаете, одесситы после обстрелов, одесситы, гости города, все пытаются хоть немного избавиться от стресса, а именно танцы и хорошее настроение, как ничто другое, помогает в этом. На концерті. Ага. Значить, сьогодні, наприклад, у нас буде діджей запрошений з Берліну. О, діджей з Берліну. Сьогодні буде вже музика не грає, можна розмовляти. Буде діджей з Берліну. А який орієнтовно, яка ціна на квиток? Якщо просто фан-зона біля бару, потанцювати якийсь коктейльчик, замовити 500 гривень. Ага, 500 Якщо за гривень. столики будуть депозитні, але як ви берете столик, за вхід тоді ви не платите, на суму депозиту відповідно відпочиваєте, замовляєте їжу. Добре, дуже дякую вам. Так. Весело, видите, в Одессе можно провести время в редлайне. Все отдыхаются, все купаются, сейчас пойдем купаются, сейчас пойдем с вами наверх и посмотрим, как здесь все выглядит. Вот какой здесь обзор сверху, это уже второй уровень. Кстати, отличное место, чтобы позаграть, здесь как будто больше светит солнце. И вот здесь девушка сейчас нам покажет вид на... Ага, здесь такой мостик есть, круто. Фотозон здесь тоже много. Если вы приедете отдыхать в Одессу, без фоток не останетесь. Круто. Супер. И вот такой вот вид на море. Прямо-таки либо с вашего столика, либо с вашего шезлонга. На территории Редлайна нам кажуть, що є ще ресторан. І можна зайти... Проходьте так собі за вами. І можна ще зайти, смачно повечеряти над морем. А, тут у вас ресторан, так? Ага. А у вас меню по QR-коду або є таке? По QR-коду, так? Добре, дякую. Ох, Там тут... дитячий басейн, Ага. вихід до моря. Є дитячий басейн і є вихід навіть до моря. Там десь так. Ну, добре, от така у нас в Одесі є краса. Здесь на территории даже есть тир. Пока кто-то загорает, ваша компания может даже пострелять и выиграть какую-нибудь игрушку. Отлично здесь придумали фотозоны с такими красивыми одесскими утками. И, как мне сказали сотрудники заведения, что это их талисман. Вечер, и посмотрите, какие нарядные девушки красивые уже приезжают в Аркадию. А сейчас я вам покажу место, которое работает здесь еще с 2001 года, и совсем недавно ему исполнилось 25 лет. Это, конечно же, Ибица. Итак, сразу на входе нас встречает табло с ценами. И детский билет 700 гривен, шезлонг возле моря 900 гривен и шезлонг сингл 1700 гривен. Это тот, который находится возле бассейна. Ну, с ценами можете ознакомиться сами. Ну что, мы с вами заглянули в Ибицу. Многие знают это место. Очень известное место и, конечно, оно собирает тысячи людей. Спустимся с вами, посмотрим, как сегодня отдыхает Ибица. Испанскую Ибицу мы еще с вами не посетили, но в Одесскую обязательно нужно заглянуть.
Сегодня в Ибице немноголюдно, но бывает такое, что здесь даже днем не протолкнуться. Вижу здесь декорации, это все потому, что здесь на днях была Levi's Disco Day Party. Летняя жара, бассейны, море и музыка, говорят, это все, что нужно для идеального отдыха. До войны в Ибицу можно было попасть на концерты известных мировых диджеев. Сюда приезжал и Армин ван Бюрен, и Дэвид Гуэтта, и Боб Синклер, и Дэвид Вендетта, и много-много других. Хочется верить, что после войны и Одессу, и всю нашу Украину будут посещать как можно больше мировых звезд, и, конечно, мы сможем приходить на их концерт. Поскольку недавно была вечеринка Levi's, то вижу, здесь есть витрины с одеждой этого бренда, и кто приходит позагорать на пляж, может себе даже что-то прикупить, какую-то обновку. Синоптики обещали жару до 30 градусов, градусники показывают примерно такую температуру воздуха, но из-за сильных порывов достаточно холодного ветра в Одессе прохладно и не все время есть солнце, поэтому вижу, что люди не спешат сегодня на пляже. Здесь есть выход и к морю, не только можно купаться в бассейнах, поэтому кому не нравится купаться в бассейнах, может пойти понырять в прохладной морской воде. Решила посмотреть, какая же ситуация сейчас на бесплатных пляжах. И, конечно, на бесплатных пляжах просто тысячи людей. Сейчас уже многих не пугают обстрелы, лето идет к концу, и все хотят перед сложной зимой набраться как можно больше каких-то положительных эмоций и оздоровиться. А мы с вами перемещаемся в еще одно очень популярное место в Аркадии, и это Итака. Сначала нас встречает ресторан с замечательным аквариумом, в котором можно полюбоваться рыбками. И, кстати, в Итаке есть укрытие. Так получилось, что я попала в воздушную тревогу и даже успела в нем побывать. И смотрите на аквариум. Здесь плавают золотые рыбки, так что, думаю, можно загадывать желание. Итака работает еще с начала 2000-х, поэтому знаю даже у многих наших зрителей отсюда много воспоминаний, потому что я читаю ваши комментарии и знаю, что многие из вас здесь когда-либо были. Как оказалось, на территории Итаки можно сделать фотосессию. Стоимость фотосессии 1500 гривен, и можно даже сделать магнитик на холодильник или какое-то другое место за 500 гривен. Здесь довольно-таки большой пляжный комплекс, на территории его есть 2 бассейна, можно лежать и на шезлонгах, и на бунгало, и на топчанах, работают 2 бара, поэтому скучно вам точно не будет. Мне еще нравится, здесь есть такая фишка, что чтобы поплавать в море, вам не нужно идти по песку где-то между людьми, а вы просто можете вот здесь по лесенке спуститься, вот как другие люди, уже на глубину, и отсюда можно купаться. И здесь как раз таки, там где поглубже, сейчас нету водорослей. И вот чем классно, что ты здесь просто выходишь и с такой лесенки попадаешь прям таки в море. Попадем с вами в место, где все танцуют и развлекаются по вечерам. А вот именно здесь за столиком можно посидеть, выпить вкусный коктейль вечером. И самое главное, потанцевать. Вот сцена. И сюда выступать приезжают разные артисты, разные диджеи. Круто. И сейчас никого нету. Но по вечерам, по ночам, ну сейчас уже не по ночам, а по вечерам из-за комендантского часа здесь все набито битком. Если захотите хорошо провести время, пожалуйста, приходите. Пока гудят генераторы на аллее, решила спуститься с вами немного к морю. Сразу нас здесь встречает табло с ценами на пляжный отдых. Смотрите, цены отличаются в будние дни и пятницу, субботу, воскресенье, поэтому будьте внимательны. Сейчас покажу вам быстренько пляжик. Так, в Аркадии здесь, видите, такое течение, что водоросли еще есть, но посмотрите, дальше водичка абсолютно чистая, а возле берега, конечно, их принесло много. Скажу вам честно, я такой человек, что когда водоросли в воде, мне даже трогать ее неприятно, но
Чтобы вы понимали густоту водорослей, посмотрите. Ужас. Ну ничего, я думаю, еще пару дней и их здесь не будет. В прошлый раз заглянула в Черноморку и вам не все показала. Хочу показать вам, почем устрицы. Кто любит в Одессе устрицы, многие приезжают именно в это место. Вот так они здесь выглядят. Цены на устрицы. Я устрицы не люблю и не ем, поэтому рекомендаций давать не буду. Но вот здесь в Черноморке можно отведать вкуснейшую, действительно черноморскую рыбку, жареную, запеченную в любом виде. Зашла только что в Черноморку и вспомнив, если бы не было войны, мы бы могли с вами поехать в Черноморку в области. Я, кстати, не знаю, она, по-моему, сейчас не работает, но там была фишка в том, ну, во-первых, сами понимаете, в области там нету вот этого шума, да, от других заведений, тихо, спокойно на берегу моря. И в той Черноморке жил прекрасный большой пеликан. Но, к сожалению, война и это. Видите, как много в Аркадии есть интересных мест. И позагорать есть где, и потанцевать есть где, и самое главное, есть еще где вкусно поесть. И есть места, где, побывав, можно получить много положительных эмоций на долгие годы. Конечно, хочется пожелать, чтобы у каждого была возможность приехать, ну и самое главное, чтобы в Одессе и в целом во всей Украине было мирно, тихо и спокойно.